Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы шьем топ под костюм, который шили чуть-чуть раньше. Шить мы будем из шелка. Здесь немножко есть что-то натуральное, очень приятная на ощупь ткань. Вот, выглядит топ будет следующим образом. Плечики в виде рукавчика собранного. Сзади будут выточки, а впереди только нагрудные выточки. Смысл этого топа — одеть под жакет, чтобы было не жарко. Вот такая задумка. Шить мы будем на объем груди 110 сантиметров. Базовую конструкцию на этого человека я уже вам показывала. Базу я построила на прибавку к полуобхвату 5 сантиметров вот здесь. Но я думаю, что для топа будет многовато. Топ может быть чуть-чуть поуже. Поэтому выкраивать я буду по этим линиям. Это уже будет с учетом припуски на швы. Вот. А построение точно такое. И теперь мы с вами смоделируем топ по переду, перенесем выточку в бок, все это просто, и расскажу, как смоделировать такой рукав. Моделирование топа я начинаю со спинки, нахожу точку 2 там, где мы строим пройму, она находится приблизительно в этой области, расстояние сантиметров 8, вот, и провожу прямую линию на базовой основе, и теперь накладываю кальку и вязаю спинку, отмечая выточки по спинке. Все, эта спинка готова. Теперь касаемо рукава. Рукав также отмечаем, где у нас будет начинаться рукав. Начинаться он будет у нас там, где выточка заканчивается. Продлеваем длину выточки. Откладываем в сторону 23 сантиметра. Вот как идет плечо, так мы и откладываем. Просто отмечаем для себя 23 сантиметра. Вот это 20, еще 3 сантиметра. Рисуем. И вот эта деталь, которую мы хотим, можно заштриховать и тоже перенести на кальку и написать, что это спинка. То же самое мы сделаем со стороны переда. Но прежде чем отметить все линии, я закрою выточку и пересниму деталь. Хочу еще раз показать, как закрывать выточку без разреза бумаги. Отмечаем все линии внизу, те, которые нам необходимы по модели. Ставим центр груди, рисуем средний срез и рисуем выточку, одну сторону выточки. Теперь закрепляем середину, вот здесь вот по центру, и перемещаем бумагу относительно выточки, совмещая ее с другой стороной выточки. И теперь рисуем плечо. Вот таким образом. Спускаемся сантиметров на 5, ставим точку. И теперь мы получили одну сторону выточки. Здесь 5 сантиметров. Это уже в зависимости от модели. Возвращаемся назад. Совмещаем все предыдущие точки. И дорисовываем бок до точки 5 сантиметров. Вот мы получили выточку в бок. Аналогичным способом можно выточку переносить в любое место, либо воспользоваться помощником, который я всегда показываю. Можете посмотреть у меня в плейлистах.
И вот после того мы сейчас с вами определимся и нарисуем непосредственно вот здесь, как будет выглядеть топ по переду. Спускаемся на 18 сантиметров вниз. Так захотел заказчик. Вот 18 сантиметров. И от этой точки прорисовываем прямую линию. Все. Теперь отступаем сантиметров 4-5. Вот от этой точки будет где-то приблизительно у нас рукав. И рисуем линию рукава. Вот. И я решила, что вот этот участок мы просто с вами раздвинем и получим нужный нам результат. Это будет передняя часть рукава. Мы его здесь вот расширим до 23 сантиметров. Сейчас будем моделировать. Вот эта часть тоже отрезается. Пишем здесь, что это плечо, а это полочка. Для того, чтобы правильно вырезать выточку и не ошибиться, складываем пополам выточку, заворачиваем ее в ту сторону, как мы хотим, либо вниз, либо вверх, и отрезаем. Все, выточка наша готова. Теперь отрезаем вверх. И вот эту часть. Это нам не понадобится. Это перед. Так будет выглядеть у топа. А это тот рукавчик, с которым мы сейчас будем работать. Точно такой же будет у спинки. Вот что получается. Это рукав по переду. Это по спинке. Вот с одной стороны. И вот с другой стороны. Нам их нужно соединить между собой на бумаге и расширить до 23 сантиметров. Для этого мы будем разрезать и вот так раздвигать, как рукав. Приклеиваем на лист бумаги нужной нам длины и начинаем манипуляции. Итак, я взяла лист бумаги, начертила линию. Относительно линии уложила 2 отрезанных части, спустилась на 0,7 чуть-чуть. Это спинка, это перед. Ограничила себя 23 сантиметрами, потому что когда замеряла заказчицу 23 сантиметра, спуск плеча ей будет достаточно. Еще померила так, чтобы было удобно по руке. 39 сантиметров. Поэтому от этой точки себя ограничила еще деталями. По спинке сделала чуть больше, сделала 20, а сюда спустилась на 19. И теперь наша задача наметить, разделить на 3 части, нарисовать линии. Эти линии здесь и здесь должны совпасть. Вот. И начинаю приклеивать и раздвигать до вот этой точки приблизительно. И мы получим линию, которая позволит нам получить вот такой эффектный рукавчик. Сделаю это за камерой и покажу. В итоге получаем вот такую деталь. Мы продлеваем линии там, где 0,7 в сторону. По переду, естественно, чуть больше, по спинке чуть меньше. Вот. И нам нужно ограничить себя по правой стороне 39 сантиметрами. Здесь у меня расширение по 8 сантиметров по верху, а здесь 3,5, где-то так. От крайней точки 1,5 сантиметра еще в сторону отступаю и провожу вот такую линию. Получается что-то похожее на квадрат. Я расскажу вам расстояние своего квадрата.
Вот, по передней части 23, по спинке 34. Вот, длина здесь ограничена 39, а здесь вы тоже можете замерить 36 в моем случае. Вот такой рукавчик получился. В любом случае будет примерка. Это складочки, которые я заложу, поделю пополам и заложу. И тут тоже аналогично. Такая деталь получилась. Что получится, обязательно увидите. Получилась вот такая деталь. И теперь по переду мы закладываем складки, по спинке закладываем складки, а вот это будет мягко спадать, здесь складок не будет. И еще советую вам покроить ее под 45 градусов. То есть уложить ее, вот если угол рассматривать, уложить ее вот именно таким образом. Рукав будет лежать удобней и красивей. Так выглядят детали кроя. Передняя половинка с выточкой. На вот этом уровне будет собран рукав с одной стороны. И со стороны спинки другой рукав. То есть рукав не имеет шва. Теоретически он может быть со швом, но выглядеть будет вот таким образом. Все детали выкраиваем с теми же самыми припусками, допусками, как обычно. И собираем топ по боковым. Готовимся к примерке. Так выглядит деталь рукава. Это перед, это спинка. Обратите внимание, что я увеличила сантиметров на 7 на всякий случай, потому что мне показалось, так будет интересней, попышнее будет рукав. И теперь складочки укладываем, как нам нравится. Вот так. Вот. И обрезаем край, как получается. Просто берем аккуратненько и обрезаем с одной стороны. Потом разворачиваем. И то, что у нас получилось, видите, с другой стороны. Советую оставлять побольше припуски. После примерки, когда все будет уточнено, конечно же, мы все обрежем. Вот такой рукав получился. Обработка здесь будет по краю, оверлок и просто настрочка. И все. Вот такие рукавчик со стороны спинки. А это со стороны переда. Все детали выкроены. И я приступаю к сборке, к примерке.